Я буду объяснять близко к камере, потому что очень громко в соседнем зале, дабы потом те, кто будут смотреть, тоже хоть что-то слышали. Во-первых, поскольку мы рассматриваем кэт в аккурасе в данной ситуации изначально с прыжка в кэт-лип, то нужно взять во внимание две вещи. Приходим мы в стену двумя ногами, амортизируем двумя ногами, не одной. Да, у нас здесь очень маленький кэт-лип, но тем не менее, чтобы это все осталось в подкорке, было в автоматизме, нужно приходить на стену двумя ногами. Одна нога выше другой, но все равно двумя. Понятно? Затем уже, когда мы работаем со стеной, когда мы амортизируем, только тогда нога одна уходит вниз, и это очень важно. Покажу. Вот, мы прыгаем, да? Нога ушла вниз. Зачем она ушла вниз? Вот, она внизу. Она ушла вниз для того, чтобы у нас был ресурс. Для того, чтобы мы могли ею махнуть сильно и выкинуть вверх. Для чего мы это делаем? Идем сюда. Давай поближе, потому что не будет слышно вообще ничего. Мы это делаем для того, чтобы можно было выкинуть ногу как можно выше и, соответственно, толкнуться как можно выше. Для того же самого мы раскрываем руки. Если вы можете сработать из полностью раскрытых рук, окей, работаем из полностью раскрытых рук. Если вам не хватает физической силы для этого, тогда локти можно немножко согнуть. Но я не рекомендую пытаться делать кэт в аккурасе или кэт to кэт согнутых рук. Таким образом, работая с согнутых рук, даже если вы вот опустили ногу вниз, у вас нету ресурса. Максимум, на который вы можете поднять ногу, это где-то вот здесь. Чтобы вы понимали, работаем ногой, толкаем мы себя назад. Да, с небольшим поворотом, то есть стопа, она не чисто вертикально вверх смотрит, она немножечко разворачивается. Тем не менее, работаем мы под углом 45 градусов вверх, приблизительно в данной ситуации. Если вы работаете ногой ниже, то вот у вас угол, и вам будет достаточно тяжело прийти туда в аккурасе. Вы сможете прийти в кэт-лип. Но если стоит задача, если мы хотим прийти туда ногами, то толкаться нужно как можно выше, ближе к рукам. А для этого, чтобы появилась возможность, нам нужно раскрывать руки и опускать толчковую ногу вниз. Вот она у нас внизу. Соответственно, у нас есть пространство, в котором колено будет проходить наверх. И, соответственно, мы можем эффективно работать руками. Понятно? Если мы не будем раскрывать ногу, то нам будет достаточно сложно ее кидать вверх сильно. Это будет исключительно силовой метод. В данном же случае, когда мы ногу опускаем, когда мы полностью ее раскрываем, мы используем инерцию. Мы даем резкий импульс, работаем одновременно руками, толкаемся ногой и в то же время задаем мах коленом вверх. Нога весит достаточно много. И кидая ее вверх, одновременно работая всем остальным телом, мы очень сильно облегчаем себе задачу. Мы задаем себе начальную инерцию куда более высокую. Понятно? Вот. Еще раз. Вот мы здесь. Нога внизу, она раскрыта. Все, она наверху. Еще раз. Это несложно, если сделать правильно. Но встает вопрос, что делать, если размер стены в кэт-липе ограничен, если мы не можем опустить ногу полностью. Еще покажу. Вот у нас трапеция, она ограничена по высоте.
мы не можем полностью раскрыть ногу. В лучшем случае, вот у нас раскрываются руки и все. В такой ситуации мы можем пускать колено согнутое и также им вымахивать. Еще два момента очень важно. Во-первых, всегда, каждый раз, когда вы делаете кэт куда-нибудь, и в принципе это очень важно, поворачивать голову. Поворачивать голову, смотреть, куда вы будете прыгать. Нашими направляющими являются стопы, ладони и взгляд. Мы прыгаем туда, куда мы смотрим, в большинстве случаев. И этот случай не исключение. Каждый раз я наблюдаю за вами, обращаю внимание, что многие забывают поворачивать голову в момент вращения. То есть вы вращаетесь плечами, вращаетесь тазом, но не поворачиваете голову. Стоит вам начать поворачивать ее, результат сразу же станет куда более высоким. Это раз. И во-вторых, колено. Толкаемся толчковой ногой, да, мы ее выкинули наверх изо всех сил. Толкаемся, но вторая нога не должна провисать. Вы не просто ее поворачиваете, должно присутствовать вот это вот движение колена, выкидывание колена в другую сторону. Вместе с поворотом взгляда. Понятно? Очень близко. Вот это движение во время кэт to accuracy, кэт to кэт значительно увеличивает расстояние и высоту. Сейчас попробуем проэкспериментировать. Добавим активное вот это движение вот туда. Сразу же долетать сюда стало намного комфортнее. Но это не все. Есть еще третий очень важный момент. Многие толкаются, вернее, не толкаются, а приходят, когда в кэтлип, ставят стопу, нагружая мысок. Или же вот переднюю часть стопы. И висят вот таким вот образом, нагружая ногу вот так. Это неэффективно, потому что нету перпендикулярной нагрузки на стену. И нога скользит вниз. Я рекомендую нагружать вот эту часть стопы, где у вас подушечки, и чуть ближе к середине. Это вынуждает вас в большей мере прокатывать стопу по стене, и она естественным образом нагружается перпендикулярно. Нога при этом оказывается примерно на уровне задницы. Оп, да? У нас нагрузка как раз получается максимальная здесь. И поскольку нога оказывается нагружена перпендикулярно к стене, она никуда не уходит. Понятно? И не скользит. Окей, продолжаем. Это не несколько отдельных движений с остановками, с промежутками. Это движения, перетекающие друг в друга. То есть вот вы повисли, да? Подтянулись, выкинули ногу вверх. Не надо здесь останавливаться. Вы повисли, вы готовы? Вы прыгнули. Понятно? То есть, еще раз. Не останавливаемся. Одно перетекает в другое. Сразу же. Окей? Иначе теряется инерция. Если вы себя подкинули, поставили ногу и сразу же не работаете, сразу же не воспользовались этой инерцией, не добавили еще скорости, то вы все просрали. И тогда уже только в силовую. А силовую это делать намного сложнее. Во-первых. Во-вторых, этот
Просто нерационально. Это не имеет смысла. Плавность перетекания одного элемента, вернее, одной части элемента в другую. Сразу же. Понятно? Пробуем.